Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Думаю, вы со мной согласитесь, что от кусочка вкусной колбаски, буженины, ветчины или прессованного мяса мало кто откажется. Эти деликатесы знакомы всем с давних пор. Такие лакомства всегда украшали наши праздничные столы, да и сейчас ни один из них не обходится без мясной нарезки. В последнее время, все меньше доверяя магазинной продукции, многие хозяйки стараются готовить вкусные мясные деликатесы в домашних условиях, и я не исключение. После выхода видео с приготовлением буженины вы просите меня показать, как я готовлю домашнюю ветчину. Я не могу назвать этот продукт ветчиной, поскольку для приготовления настоящей ветчины следует соблюдать определенную технологию и придерживаться некоторых правил. Скорее, это прессованное куриное мясо, хотя мои домашние все равно называют эту закуску ветчиной и всегда с нетерпением ждут, когда я ее приготовлю. Обычно для приготовления такой ветчины я использую крупную курицу, с которой обрезаю все мясо. Но сегодня я взяла 2 куриных филе и мякоть с 3 больших окорочков чистым весом 1 кг 300 граммов. Кости я уже удалила, чтобы не занимать ваше время. Нарезаем мясо довольно крупными кусочками. Сильно не мельчите, тогда ветчина на разрезе будет похожа на мраморную, а иначе в готовом продукте не будет видно текстуры. Знаю, что многие часть мяса измельчают на мясорубке. Я этого не делаю. Ветчина, приготовленная именно из нарезанного мяса, нам нравится больше всего. Кожу я не убираю, но при желании вы можете это сделать. Все нарезанное мясо складываем в чашу. И туда же добавляем 1 луковицу, порезанную мелкими кубиками. К мясу всыпаем 1,5 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сушеного болгарского перца, можно заменить свежим или замороженным, 1 чайную ложку сушеного лука. Если такого нет, пропустите. 20 граммов желатина, это полная столовая ложка. И по пол чайной ложки черного перца, красного острого перца, молотого кориандра, приправы для курицы, сухого чеснока, если такого нет, берите свежий, и мускатного ореха. Все хорошо перемешиваем и как бы втираем специи в мясо, слегка его массируя. Готовить ветчину будем в ветчинице. Донышко я установила на самый нижний уровень. Помещаем внутрь пакет для запекания или рукав с одной стороны плотно завязанный и заполняем форму фаршем. Выкладываем мясо в форму и обязательно его утрамбовываем. Так ветчина будет более плотная и без пустот. По желанию ветчину можно готовить с добавлением свежих, отварных или жареных грибов, моркови, оливок, маслин, свежего сладкого перца, чеснока, сыра, чернослива, кураги, а также различных орехов, целых соленых фисташек, арахиса или грецких орехов. Этого количества продуктов как раз хватает, чтобы получить 1 килограмм готовой ветчины. Заполняем форму доверху, свободный конец пакета скручиваем, накрываем крышкой, совмещая прорези, и устанавливаем пружины. Ветчиница заполнена и готова к варке. Как и буженину, ветчину буду готовить в мультиварке, а чтобы не царапать покрытие металлической формы, застилаем донышко силиконовым ковриком, укладываем ветчиницу горизонтально и устанавливаем чашу в мультиварку. Заливаем обычной холодной водой так, чтобы форма полностью была покрыта. Закрываем крышку, выбираем режим мультиповар, устанавливаем максимальную температуру 170 градусов и выставляем время 30 минут. Этого более чем достаточно, чтобы довести холодную воду до кипения. Как только вода закипит, переключаем на режим тушения и при слабом кипении варим ветчину ровно 1,5 часа. Спустя заданное время отключаем мультиварку и достаем готовую ветчину на тарелку. Даем ей остыть, а затем убираем в холодильник для застывания. У меня ветчина простояла в холодильнике целую ночь. Снимаем пружины и разбираем устройство. Извлекаем готовую ветчину из пакета, нарезаем и подаем к столу. Приготовить такую ветчину можно и в обычной кастрюле на плите, расположив ветчиницу вертикально или горизонтально. Нужно залить форму холодной водой, довести до кипения и варить на медленном огне 1,5 часа. Помимо этого, ветчину можно готовить в аэрогриле или духовке, но в таком случае дно и бортики формы нужно выстелить фольгой. Рецептов домашних мясных деликатесов огромное множество, и сегодня я показала вам один из них. Ветчина, приготовленная собственными руками из натуральных продуктов, всегда гораздо вкуснее и полезнее покупной.
Хотелось бы, чтобы процесс приготовления еды доставлял вам удовольствие. Желаю всем крепкого здоровья и приятного аппетита. Друзья, если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Мне будет приятно, если вы приготовите это блюдо и напишите свои отзывы. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал «Коллекция рецептов», непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. У меня на канале есть и другие рецепты различных мясных блюд, в том числе на праздничный стол. Все ссылки на экране и в описании. Впереди вас ждет много интересных и вкусных рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!